Всем привет! Это видео для всех тех, кто плохо дышит ночью, плохо дышит утром, и для тех, кому сказали, что у него искривлена перегородка и нужно выравнивать носовую перегородку. Я расскажу вам, почему нос не дышит, вследствие чего он может не дышать, когда нужно оперировать перегородку, когда не нужно ее оперировать, и что нужно делать для того, чтобы нос хорошо дышал. Почему я записываю это видео? Часто пациентов, клиентов обманывают. Им говорят, что нужно прооперировать перегородку носа, а на самом деле нужно просто уменьшить нижние носовые раковины. И смотрят человеку в нос, говорят, что у вас искривлена перегородка. На самом деле ее даже не оперируют, возможно. Оперируют только нижние носовые раковины, а говорят, что прооперировали перегородку. Запомните одно простое правило. Практически у всех людей искривлена носовая перегородка. Людей с идеально ровной перегородкой практически нет. Всех своих пациентов я печатаю на 3D принтере, и все они делают компьютерную томографию носа. И у всех у них искривлена перегородка. Я покажу вам это на своих моделях. Но для себя определить, причиной плохого носового дыхания является перегородка или нет, может помочь обычный простой тест. Если у вас нос то дышит, то не дышит или не дышит вследствие определенных обстоятельств, скорее всего, это не перегородка или не только перегородка. Например, вы дышите плохо только ночью или вы дышите плохо только утром, а весь день вы дышите хорошо. Но перегородка, она же не может выпрямиться. В течение дня она начинает искривиться. Следующий момент, который поможет вам понять, это искривление перегородки или нет. Если вам помогают сосудосуживающие капли, тогда, скорее всего, это тоже не перегородка. Ведь сосудосуживающие капли, они же не могут выпрямить перегородку. Это же не волшебная капля, то есть, допустим, у вас искривлена перегородка, вы покапали сосудосуживающими каплями, и она выпрямилась. Потому что перегородка — это хрящ, и хрящ от сосудосуживающей капли выпрямиться не может. Значит, есть какая-то другая структура, которая изменяется, которая уменьшается, или что-то происходит, из-за чего нос начинает хорошо дышать. Так вот, очень важными элементами, очень важной структурой в дыхании носа являются нижние носовые раковины. Это, как я называю, две такие виноградинки или две такие сосиски, которые, набухая, увеличиваясь, сжимают как тиски перегородку, из-за чего вы плохо дышите. Эти нижние носовые раковины выглядят именно так. Видите, это два таких вот нароста внутри носа. Вот перегородка. Вот косточки, которые сдвигаются во время пластики носа. Как видите, когда вы сужаете спинку носа, это не отображается сильно на носовом дыхании. Или практически не отображается, если правильно делать операцию. Так вот, именно вот эти вот две сосисочки, вот эти нижние носовые раковинки, виноградинки, зачастую и влияют на носовое дыхание. Как они работают? По своей структуре эти нижние носовые раковины, они состоят из печеристых тел и похожи по своей работе на работу мужского полового органа. То есть, когда приходит кровь, они увеличиваются, набухают. Поэтому очень часто и зачастую мы плохо дышим именно ночью. То есть, вы принимаете горизонтальное положение, одинаковый приток крови или больше приток крови к голове, раковинки набухают, и вы плохо дышите ночью. Также часто люди замечают ухудшение дыхания, когда вы, например, заходите в помещение или выходите с помещения на улицу. То есть за счет перепада температуры, за счет вот сокращения, расслабления сосудов, тоже вот эти нижние носовые раковины, они то увеличиваются, то уменьшаются. Немаловажным моментом является еще аллергический компонент. То есть, если у вас есть аллергия на что-либо,
то вследствие аллергии тоже эти раковины набухают. Поэтому, например, если вы их уменьшите в результате операции, я об этом еще расскажу, но остается аллергический компонент, аллергия на что-либо, то они тоже будут все-таки увеличиваться, они будут немножко набухать. Но искривление бывает разным. Просто небольшое искривление не влияет на носовое дыхание. На что влияет искривление носовой перегородки? Вот искривление носовой перегородки влияет именно зачастую на эти нижние носовые раковины. То есть если у нас есть шип или гребень на носовой перегородке, то есть реально большое искривление, то вот этот шип или гребень, он упирается в раковину и раздражает эту раковину. А также есть такое понятие, что нос не любит пустоты. Если с одной стороны больше полость, допустим, слева носа, а справа меньше, то там, где больше, вот эта раковинка, она разрастается больше и, получается, отекает сильнее. Значит, вот так вот выглядит компьютерная томография носа. Это разные срезы. Это срез вот в этом положении. Это срез вот в этом положении, сверху вниз. Это срез сбоку. Вот та самая нижняя носовая раковина, сосисочка, как я ее называю, или виноградинка, вот она. Видите, вот правая, вот левая, вот она такая длинная. И она практически упирается в носоглотку. Видите, это уже носоглотка, вот нос соединяется с глоткой, с ртом, вот это мягкое небо. Видите, насколько она длинная, она в длину около 5-6 сантиметров. И вот так она выглядит сверху вниз. Видите, то есть это большая такая сосиска. И как видите, они состоят из мягких тканей, они состоят из сосудов. То есть когда наливается кровью, вот эти нижние носовые раковинки, они набухают, они увеличиваются и мешают вам дышать. Поэтому, если вам помогают сосудосуживающие капли, это означает, что эти раковинки вследствие попадания этих капель на них уменьшаются, говорит о том, что вам просто можно уменьшить эти раковины. Они уменьшаются хирургическим способом, длительность операции не большая, я это все расскажу. То есть еще раз, на компьютерной томографии очень важно посмотреть, насколько большие те самые раковины. Это видео рассказывает вам о истинных причинах, в основном, плохого носового дыхания. Конечно же, могут быть очень сильно выражены шипы, гребни носовой перегородки, может быть реально очень сильно завалена носовая перегородка вследствие травмы. Это все показывает компьютерная томография. Я на некоторых снимках вам это покажу действительно, когда нужно оперировать перегородку, когда она действительно сильно искривлена, когда действительно большой очень гребень носовой перегородки. А это тот пример, когда нужно оперировать носовую перегородку. Как видите, вот это называется искривление. Когда есть шип, гребень перегородки, когда перегородка реально перекрывает всю левую сторону, она давит на нижнюю носовую раковину, с правой стороны площадь больше, правая нижняя носовая раковинка, вот эта сливка, она увеличилась, и носик плохо дышит. Но здесь тоже важно понимать, что если прооперировать только перегородку, но не прооперировать раковину, то нос будет дышать плохо. И в таком случае капли не будут особо помогать. Да, вы можете капать сосудосуживающими, раковинки могут быть немножко ниже, но все равно вот это искривление, оно будет блокировать половину носа. Поэтому, когда у вас вот реально есть шип или гребень, когда действительно на КТ-снимке вы видите, что есть искривление, которое блокирует правую или левую половину носа, вот в таком случае нужно оперировать перегородку. В других случаях ее оперировать не обязательно и, возможно, даже часто и не нужно оперировать. Но зачастую в 60-70% случаев перегородка нормальная. Идеально ровной она не бывает. Она может где-то чуть-чуть быть искривлена. Поэтому будьте внимательны, насколько выражены ваши нижние носовые раковины. Будьте внимательны, есть у вас аллергия или нет на что-либо. И
как вариант понять, поможет ли вам операция по уменьшению нижних носовых раковин, она очень большая и очень быстрая, это закапать нос сосудосуживающими каплями. То есть, если вам помогают сосудосуживающие капли, значит, вы можете просто их уменьшить. Операция такая длится 5-10 минут. Она называется вазотомия. Вариантов вазотомии много. Ультразвуковая, криокабляционная и так далее, и так далее. Записывайтесь, делаете операцию, реабилитация буквально день, и вы хорошо дышите. Если же, несмотря на капли, на что-либо, нос все равно плохо дышит, и на КТ подтверждаются данные о том, что у вас сильный гребень, сильный шип, конечно же, тогда вам нужно оперировать носовую перегородку. Как проходит операция по уменьшению тех самых нижних носовых раковин? Значит, представляем, что вот у нас нижняя носовая раковина. Из самых новых модных методов вставляется специальный электрод. И раковинка, она уменьшается, как бы мы как будто из виноградинки делаем изюм. Есть еще криометод, когда с помощью холода она уменьшается. Есть хирургические методы, когда часть слизистой отрезается, урезается. Но очень важно не удалять раковину полностью. Потому что если вот эти нижние носовые... Очень важно не удалять полностью нижние носовые раковины. Потому что если вот эти нижние носовые раковинки полностью удалить, то получается синдром пустого носа. То есть смотришь нос, идеально ровная перегородка, справа и слева пустой нос, и человек вдыхает, он вроде бы дышит хорошо, но говорит, я не дышу. Это называется синдром пустого носа. Вот эти раковины, они создают турбулентный поток воздуха. Они раздражают слизистую, и мы хорошо дышим. Также вся слизистая носа, раковинки, они продуцируют слизь, которая очень важна. Они увлажняют полость носа. Вообще нос в норме выделяет около литра жидкости в день. Мы это не ощущаем, потому что вся эта водичка, она стекает в горло. И поэтому, когда плохо дышит нос, когда нарушается вот этот процесс выделения вот этой самой водички, то бывает, что сушит горло. Часто бывает при ОРВИ, при гриппозных состояниях нос плохо дышит, сопли и горло сушит. Или сушит, допустим, например, утром, когда нет увлажнителя в комнате. Это тоже вот одна из причин. То есть увлажнителя нет, раковинки набухает, нос плохо дышит, водичка плохо выделяется, горло не стекает. Вы из-за плохого носового дыхания дышите ртом и даже иногда храпите, и пересушивается слизистая ротоглотка. Видите, все взаимосвязано, поэтому нос должен дышать хорошо. Можно ли пользоваться сосудосуживающими каплями, как долго и бывает ли к ним привыкание? Действительно, привыкание бывает. Если вы очень-очень долго капаете, используете сосудосуживающие капли, слизистая вот этих раковин и сами раковины, они атрофируются, гипертрофируются, увеличиваются, и они просто уже перестают реагировать на те самые капли. Они даже по структуре становятся другими, эти нижние носовые раковины. И также эти капли, они раздражают слизистую, перегородки. И на перегородке появляются такие, как язвочки. Как долго можно использовать капли, нету таких данных, но, конечно, желательно не использовать долго. То есть, если вы уже год, 2, 3, как говорят, сидите на каплях, это говорит о том, что пора сделать ту самую вазотомию, операцию, о которой я говорю. То есть, не откладывайте это в долгий ящик. Если вы начали пользоваться буквально 2-3 недели, даже если вы попользуетесь буквально месяц, 2, 3, ничего не случится. То есть, если это уже годами процесс у вас установлен, тогда, конечно, прооперируйтесь. Эти сосудосуживающие капли, которыми вы пользуетесь, конечно же, они могут повышать и артериальное давление. Из-за них может болеть голова, если вы часто ими пользуетесь. Это тоже одна из причин, почему лучше прооперироваться. Когда можно пользоваться каплями? Конечно, когда вы заболели.
Когда у вас ОРВИ, когда у вас гриппозное состояние, когда у вас заложен нос, конечно, нужно пользоваться сосудосуживающими каплями и не бойтесь, что будет привыкание. Если вы будете им пользоваться неделю, 2-3, привыкания не будет. Привыкание – это если вы уже пользуетесь несколько месяцев, полгода, год, 2-3. Тогда да, можно сказать, что вы уже начинаете к ним привыкать, вы без них не можете быть, но вы можете прийти к специалисту, проконсультироваться, и он уменьшит вам эти раковинки. Поэтому правильно выбирайте специалиста, врача, клинику. Обязательно делайте компьютерную томографию в хороших КТ-центрах. И изучайте свой нос. Вы должны понимать процесс, вы должны понимать ход операции, реабилитацию, и тогда вы будете дышать хорошо. Это перегородка носа. Вот внимательно следите за этой линией. Это нижняя носовая раковина, это средняя носовая раковинка. Но о чем важно помнить сейчас, вот перегородка и раковина. Это гайморовые пазухи, это глаза. Видите, они красивые, чистые. И как видите, вот эта вот перегородка, она не идеальная. Видите, есть небольшое искривление, но такую перегородку оперировать не нужно. То есть в таком случае, если пациент плохо дышит носом, жалуется на носовое дыхание, допустим, этот пациент жаловался на плохое дыхание ночью, и, как правило, с правой стороны, это говорит о том, что можно просто вот эту вот раковинку справа уменьшить и слева, и тогда нос будет дышать хорошо.